Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. На дворе у нас уже осень. И самое время подумать о консервировании. Уже можно что-то консервировать. У меня очень давно в башке крутился один рецепт. Я его сам выдумал, сам придумал. Я не знаю, кто-то это делал или нет. Это у нас будут консервированные рыбные тефтели, друзья. Как видите, для рыбного фарша я сегодня выбрал опять судаков. Это рыба для фарша довольно-таки удобная, потому что мало костей, легко снимается с нее филе, и мясо такое белое и симпатичное. Друзья, а у меня для вас сюрприз. У нас появился новый актер. Это очередной Манин сын. Имя я им пока не придумал. Ну, пока пусть будет Джаник. Джаник, держи. Поехали, друзья. Добавим в фарш мелко нарезанный лук, также в фарш мы добавляем круглый рис, друзья, так как это у нас тефтели. Солим. Перчим. Хорошенько вымесим фарш. Все, друзья, фарш я специально сделал не очень много. Здесь, наверное, килограмма 2 будет в общем. Потому что это эксперимент. Я это еще никогда не делал. И я не уверен, что это вообще кто-то делал. Посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Смочу руку.
Все, друзья, значит 7, 5, 35, 36 вот таких тефтелей. Для 36 места не оказалось, мы ее сразу бросаем, знаете куда? Идите сюда. Друзья, в раскаленное масло мы ее опускаем. Я хочу что сделать? Я не буду готовить полностью, я хочу запечатать. Вот это, чтобы такая красивая корочка образовалась. И все. Друзья, буквально 2-3 минуты. Вот такая легкая у них появляется корочка. Легкая такие, они как бы запечатались. И сюда их вперед. Смотрите, какие они аппетитные. Чуть-чуть подрумянились, вот чуть-чуть. Все, доготовить до конца уже их будет автоклав. Друзья, посмотрите, какие аппетитные получились. Такая легкая корочка, чуть-чуть подрумянились и все. Сейчас будем их консервировать. А теперь, друзья, приготовим томатный соус. То, в чем наши тефтельки будут консервироваться. Значит, основа томатный сок, обычный магазинный томатный сок. Добавим еще томатную пасту для более концентрированного вкуса. Чуть-чуть сахарного песка. Так. Немножко досолю. Друзья, перец горошком. Мой любимый кориандр. Три листочка лаврушки, лавровый лист. И поставим это чуть-чуть покипеть, друзья. Минут 5-10 покипит, достаточно. Все, минут 5 покипело, достаточно. Так. Друзья, у меня всего 2 банки. Но они вот такие, пузатые такие, большие. Каждый по литр 600 вмещает. Так что нормально. Для первого раза точно хватит. Для экспериментального раза. Чуть-чуть на дно. И аккуратненько начинаем погружать наши тефтельки. Заливаем томатом.
и 18. Всего у меня их 36, значит каждую банку по 18. Как раз достаточно, чтобы у нас банки не были переполненными. Так, лавровый листик для красоты и для вкуса. Все, друзья, вот так по плечике, дальше нельзя. Как они там проглядывают, тефтельки? Так. Тютелька в тютельку, друзья. Закрою крышки. Вот так плотно. А теперь, друзья, автоклав мы должны залить теплой водой. Ну, примерно такой же, как банки. Потому что я один раз залил холодный, а банки были горячие. У меня баночка треснула. Так что вот этот момент тоже важен. И закладываю наши баночки. На этот раз без кассеты. Вот так. Друзья, закрываю автоклав. Вау! Все, огонечек горит. Дело, значит, у нас пошло. Друзья, после того, как вода закипит, я думаю, больше, чем полчаса держать не стоит. Потому что они у нас наполовину готовы. Это рыба, это готовится очень быстро. Значит, после закипания полчаса подержим и все. Друзья, 126,8. 127 градусов почти. Вот при такой примерно температуре от 110 до 120, 125 полчаса стояла. Вот вода закипела, достигла потом вот этой температуры. И полчаса я вот эти баночки подержал вот в этом автоклаве. Сейчас буду выключать, выпускать пар, стравливать пар. И охладим, насколько возможно, и будем пробовать. Друзья, я выжил. Я выжил. Ну, посмотрите, что произошло. Это страшная сила. Просто страшная сила. С автоклавом шутить нельзя.
Обязательно читайте инструкцию. Вот я не шучу, обязательно читайте инструкцию. Вообще положено, насколько я знаю, после того, как закончили работать с автоклавом, его нужно оставить, чтобы он сам в течение 2-3 часов, там, чтобы спало давление, температура, только после этого его вскрывать. Я вот захотел ускорить процесс, вроде трубку взял плоскогубцами, не руками, думаю, что пар, да, выпустить побыстрее. Смотрите, как она разорвала трубку. Температура 127 градусов, давление там было уже, не знаю, больше 2 атмосфер, по-моему. Так что, ребята, не шутите с этим, очень опасно. Вот они, 2 баночки, друзья. Обе я поставил охлаждаться. Минут 20 они постояли. Все еще очень горячие. Ну, как раз тефтели эти есть нужно, наверное, в горячем виде. Так что сейчас будем пробовать. Нарежу хлеб. А здесь у меня шикарное пюре, друзья. Я уже попробовал. Очень вкусно, супер. Так, приступаем. Я думаю, к тефтелькам пюре как гарнир, наверное, лучший. Начинаем пробовать. Положу сначала себе пюре. Друзья, вот 2 банки. Одна идеально получилась. Вот крышечка втянулась, все такое. Закрыто плотно. А одна, я посмотрел, крышка чуть-чуть, она как будто бы ослабла, приоткрылась. И вот немножко этого нашего соуса попало в воду. Я думаю, это не страшно, не смертельно. Так что ее я открою первой. Вот она относительно легко открылась. Исторический момент. Консервированные рыбные тефтели. Вот как они выглядят. Друзья, заранее подготовил укропчик. Его вот так на пюрешку. И вот, мне кажется, на тефтеле подойдет зеленый лучок. Посмотрите, как это смотрится. Посмотрите, какая картина. Прям как будто, не знаю, какой-то художник нарисовал. Шишкин или Васнецов. Посмотрите, как красиво. И вот эту красоту мы сейчас с вами будем пробовать. Посмотрим, что у нас вышло. Друзья, игра стоила свеч, честное слово. Шикарно. Значит, особенно для любителей рыбного фарша, я вот себя отношу к их числу. Люблю рыбные котлеты. Тефтели я уже делал и не раз, кстати. Но никогда тефтели не консервировал. А я подумал, почему бы и нет. Какая разница, в принципе, рыба или рыбные тефтели. Вот так садишься в один из зимних вечеров, друзья. Сварил себе быстренько пюрешку. Или можно какую-то там, не знаю, разновидность пасты, макароны, вермишель. Открываешь баночку, откуда достаешь с холодильника, с погреба. И вот так пару тефтелек, 3-4 тефтельки. Лучком посыпал, укропчиком. И просто фантастический ужин получается. Очень-очень вкусно. Вот с этой второй баночкой я так и поступлю. Я положу ее в холодильник.
И, наверное, открою через месяц. Там уже в декабре, не знаю, ближе к декабрю. Чуть сегодня не произошла катастрофа. Вернее, она, в принципе, произошла. Шланг разорвала. Но, слава богу, я не обжегся. Нормально все закончилось, но это будет для меня уроком. Я бы хотел, чтобы для всех был уроком тот, кто начинает работать с автоклавом. Я неопытный, я, наверное, четвертый или пятый готовлю в автоклаве. И никогда так не делал до этого, не торопил его так сильно, да, там чуть-чуть пробовал пар выпускать, да, вот клапан подкручиваешь. Так, чтобы полностью, для того, чтобы ускорить процесс вот это остывания, я еще не делал. И вот хорошо, что все это так закончилось. Шутить с этим нельзя, друзья. Как говорят, правила техники безопасности написаны кровью. Ну как же это вкусно все-таки. Огурец соленый есть, а горючего нет. Сегодня я за рулем, еду домой, так что обойдусь. Какой огурчик. Друзья, вот на этой красоте, не знаю, мне очень понравилось. И вид какой красивый, и очень вкусно. И тефтельки, главное, знаете, они очень плотные и очень хорошо сохраняют форму. Вышло отлично. Спасибо большое. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания, друзья.